Народ, а вы знали такую новость, что теперь в Аргентине военные с оружием смогут задерживать гражданских? Если не знали, тогда быстренько подписываемся на канал, ставим лайки, пишем первый комментарий и продолжаем. В общем так, правительство разрешило теперь военным задерживать гражданских. Уточним, это будет называться оперативо Рока. Потом объясню еще, что такое Рока и все такое. Будет оно проходит в этом самом Сальто и Хухуй в двух провинциях, на границе с Боливией, Чили, Парагвай. И где теперь привлекли военных к тому, чтобы они патрулировали вместе с этим самым, с полицией федераль и жандармерией. Это тоже контролировали и проверяли, в том числе гражданских, имеют право остановить и задержать. Почему это так важно? Потому что после военной хунты в Аргентине уже сколько тут прошло, 1800-х, там, 80-х годов прошлого века, в общем, было запрещено армии вмешиваться в гражданские дела Аргентины. Она была предназначена только для защиты от внешнего врага, от нападения от внешнего врага. Во внутренние дела армия была запрещена вмешиваться после вот этих хунт и там военные и все такое. Теперь нынешнее правительство сказало, что не хватает полиции и всего остального. Они хотят бороться в этих провинциях приграничных с наркотрафиком, с нелегалами и еще с чем-то. И типа для этого надо армию привлечь. И нужно дать им право носить оружие, боевые патроны. И они имеют право задерживать гражданских и все в таком духе. То есть благие намерения, знаете. Но, вот, допустим, у вас есть на кухне нож или вилка. У кого благие намерения, тот пользуется тем, что просто кушает. А у кого плохие намерения, тот пользуется таким инструментом, как чтобы кому-нибудь в глаз тыкнуть или еще что-нибудь сделать. Соответственно, все это разрешение, смотря как и кем будет восприниматься. Это вызвало большую полемику, скажем так, потому что адвокаты всякие, гражданские, в том числе и сама армия, немного опасаются всего этого дела, всего этого разрешения по одной простой причине. Чтобы не подавали в суд потом, что не такое было задержание против этих же военных и все в таком духе. У нас Аргентина очень любит судиться за нарушение прав человека и все в остальном. Конечно, нам рассказывают о том, правительство, что это будет направлено против нелегалов, наркоторговли. Плюс, опять же, даже в том, что, мол, типа даже много боливианцев и перуанцев, ну, в общем, много есть таких, которые числятся еще и в Аргентине, имеют документы, но живут в своих странах и раз в месяц пересекают границу для того, чтобы получить пособие и снова сваливают к себе и живут там. То есть ходят в Аргентину за пособие. Этих тоже они хотят там перекрыть на границе. И, одним словом, живешь в Аргентине, получай пособие. Живешь у себя дома, нефиг ходить в Аргентину за пособиями. То есть благие намерения. Но, как я уже сказал, благие намерения, смотря кому в руки попадут. Сейчас к этому привлечено 1300 военных. Но сказали, к концу года будет привлечено около 10 тысяч военных. Им разрешено носить боевое оружие, патрулировать, как говорят. Но знаете, всегда одно говорят, другое делают. Патрулировать они будут приграничные, как говорят, эти переходы и всякие, ну, за городом там кампо, то есть вот эти вот территории, поля и все, где труднодоступны, где полиция там постоянно нет, там типа военные будут отлавливать всех вот этих вот наркотрафики и всяких нехороших людей. Но факт в том, что всякие адвокаты все очень сильно сомневаются, а не нарушает ли это права обычных людей, что его могут задерживать и с оружием, и все. Ну, говорят, там типа запрещено им будет стрелять вдогонку, если там кто-то убегает или там на машине уезжает. То есть они как бы не могут боевым оружием стрелять им вдогонку. Но это знаете как? Но для самозащиты они имеют право применять оружие и боевые патроны.
А теперь, знаете, как грань быстренько размывается между самозащитой и как ты типа думал, что может на тебя там нападут или еще что-нибудь. Одним словом, это вызвало большую полемику сейчас. Не знаю, пока я вам просто рассказываю новость. Я, как говорят, сильно не кидаю там никаких своих мнений, просто рассказываю новость. А новость такая. Вроде бы в этих двух провинциях пока, но, как говорят, новость такая, что уже много-много лет в Аргентине военные считались только для защиты от внешней угрозы. Не должны были никогда применяться после вот этого вот событий, как говорят, этих военного режима в Аргентине, применяться внутри страны для граждан. Теперь новое правительство решило это положение немножко подправить. Посмотрим, чем кончится. Вы напишите, как вы думаете. Нормально это, надо бы давно так, типа, или наоборот, может это что-то нарушает, как вы считаете. Давайте обсудим. Только не забываем, что комментарии должны быть, в принципе, ну как, каждый высказывает свое мнение, но уважительно по отношению к другим участникам беседы. Иначе в последнее время мне очень часто приходится уже блокировать. А я бы не хотел этого делать. Если вы будете просто оскорблять тупо друг друга или там другую национальность или еще что-нибудь, то, конечно, пойдете вы в бан. Так что все. Давайте, до следующих.